Итак, золотые мои, всех приветствую в своем новом видео. Тема сегодняшнего видео — построение чертежа по 3 проекциям, как видите на данном изображении. Как видите, на сей раз у меня уже получше. Да, я учился в техникуме, это можно сказать где-то примерно второй шаг после моего предыдущего, о котором я уже рассказывал. Ссылка будет на предыдущее видео в описании. Ну, в принципе, там это же второе видео. Вот, и, собственно, что я еще хотел сказать в прошлый раз. Это про масштаб. То, что в компасе очень удобно поиграться с масштабом. То есть на предыдущем был, я когда начал просматривать чертеж заново, я забыл об этом рассказать. Так что буквально пару минут этому посвятим. Так, собственно, что мы видим. Чертеж из предыдущего видео. Вот, а дальше, значит, я уже немножечко тут поигрался, но смысл не особо меняется. Предварительно выделяю. Вот сюда, может так посмотрите, это вот как вот надпись я вот написал, да, грубо говоря, тут то же самое будет, поэтому сюда не акцентируем внимание. Акцентируем внимание вот сюда, новый вид, окей. И вот сюда уже смотрим. Возьмем, ну, например, ну, 1 к 75. Да, то есть это мы, получается, увеличим или уменьшаем. Точно сейчас не вспомню. Сейчас, собственно, и увидим. Вот, типа, я навел на эту же стрелку, грубо говоря, то есть ось x и y. То есть вот стандартный это 1 к 1, а вот новый вид 1, да, 1 к 75, вот это, собственно, сейчас и будет. Посмотрим. Так, значит, зажимаю Ctrl-S, стрелочка появилась. Теперь Ctrl-V. Я вижу, ага, я вижу то, что он у меня уменьшился. То есть это у нас на понижение. Вот, то есть я переключился, а у меня получается на понижение. Окей, хорошо, теперь давайте поиграемся на повышение. То есть не 1 к 75, а допустим, так, на повышение тут 100 к 1. Окей, давай. Опять сюда. Окей, мы создали вид 2. Теперь 100 к 1. То есть теперь мы увеличиваем. Опять предварительно. Ага. Теперь в этом виде. Ага. О, как аж. Мы увеличили. Так. Поэтому я говорю, вот сюда не смотрим. Мы смотрим вот сюда. Так, поэтому мы подредактируем. Вот так это. Ага. И вот получается. Теперь мы чертеж, сам лист, на котором вычерчиваем, уменьшили. Вот, собственно, о чем я хотел, какой фишечке еще рассказать. Вот, теперь я, получается, не, пока это оставлю, может еще пригодится. Что еще хотел сказать? То, что я уже, можно сказать, завершил вот у себя делать чертеж редуктора. Но опять-таки повторюсь, это не окончательный вид, еще будут делать справочки. Финальный я чуть-чуть попозже вам покажу. Я просто хочу сейчас вам показать именно этапы, как делается эскизная компоновка. То есть, вот повторюсь, у меня на данный момент DMAK, то есть что такое? Это детальная машина конструирования. То есть, если говорить чисто о черчении, чисто о таких вот предметах технических, то как-то не очень картина складывается. А это, они как бы два предмета, они взаимосвязывают друг друга, и поэтому достаточно информации, ну, как-то более лучше, скажем так, доходит, и картина как-то в голове более-менее складывается. Вот, еще вот пару минут еще вот покажу. Вот шкив тоже делал. Так, потом втулочка. Вот. Записи, надписи. Крышка, вал. Вот, вал, кстати, был достаточно такой. Сейчас вот такой маленький проблем в каком плане, то что
Вот, например, с надписью, да, вот так, подредактировать. Надо надпись маленечко уменьшить. Вот как вот. Параметр шрифта. Так. Пробуем вот так вот. Тогда уже что-то... Если буду печатать, да, то, скажем так, без очков не обойдется. Надо будет как-то вот прям вщуриваться, присматриваться, ну и так и далее. Вот. Так, это сохраняем сразу, чтобы не забыть. Вот, и пылесос зубчатый. То же самое. Тут шифр, вот все остальное. Так сказать, что по стандартному. Обращайте на это внимание. Про сайты, ну вот буквально вот сделать такой фаст обзорчик. То, что вот я сейчас интересуюсь, и вот как раз я нашел вот в такой вот сайт интересный в масштабе, где, собственно, находятся вот уже готовые, скажем так, модели, да, которые бы я вот хотел бы, скажем так, использовать в качестве демонстрационного материала. Вот, то есть вот двигатель, да, то есть я хочу его запустить двигатель в динамике. Вот это меня больше так заинтересовал. Его, насколько я помню, как раз, да, компас 14 версия. Вот только осталось понять его как-то вот как конструктор можно там маленькие детали подвигать, да, чтобы было наглядно понятно, с чего он там, собственно, выглядит, ну и тому подобное. Ну и, собственно, запустить его в динамику. Другой вариант, который более-менее тоже вроде как подходит. Вот это, но он на софте SolidWorks. Может даже он получше. Вот, пожалуйста. Вот его именно в динамику запустить. Вот, собственно, о чем я хотел. Значит, перейдем к основной же части данного видео. Повторяюсь, значит, тема будет заключаться в вычерчивании данной модельки в, скажем так, трех проекциях. То есть вид сбоку, спереди, сверху. Ну что ж, начнем. Так, значит, первым делом, что нужно? Вспомогалка. В данном случае где-то вот посерединочке. Да? Ну так, на глаз. Чисто сейчас на глаз. Ага. Так. 15. Зафиксировали. Так. Мне нужно сейчас вот. Так, это так, вот так. Хорошо. Хорошо. Так. Тут дальше, значит, так. Угол. Да, это у нас. Ага, хорошо. Бам. Так, дальше, значит, что? Правильно. Что-то я уже привык. Так, удобно. То же самое. Очень удобно. Вот, собственно, основа сделана. Так, маленечко сейчас. Так, чтобы примерно. Уж еще размеры будут, но это, говорю, это уже все вторичный вопрос. Так, создать направление. Ага. Общая высота у меня 80, значит, обозначение. Так, это мы делаем штрих-корректированную. Высота у меня 80. Тут сразу вспомогалка. О, нет, на сей раз мне не пойдет. Вот. То есть я как бы не могу зафиксировать краешек. Вот, только вот здесь. Значит, дальше у меня угол 0. Тут 30. Зафиксировал. Так, и тут
Вот так, да? Соответственно, вниз. Достраиваем. Спаргалка. Так, дальше, значит, сделаем отступ. Отступ в 10. Так, тут у нас получается минус 90. Да? Вот это вот так. Минус. Сейчас попробуем. Да. 96. А, это у нас 270, то есть это у нас плюс считается. Дальше будет вспомогательно опять. То есть это по конструкции такой отступ будет. Язык. Так, 50. 50. Хорошо. Так. 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 У нас тоже такая разметочка. Разметочка. У нас просто осеваем. Здесь, ага. Угу. Осеваем. Это говорю, в компсе еще что удобно, то что скажем так, осевые сами подбираются, какие нужны. Ничего думать не надо. Так, это, соответственно, тоже уже выбираю, а тут уже строим. Так, мне нужно здесь, и чтобы она совпала. Так, это я удалил, да? Ну что, сейчас установим. Ну да, вот тоже буквально в пару кликов. И не важно то, что вот здесь осевах или там должна быть основная, это вообще ерунда. Так, это сюда. Так, вспомогательно. Оп, соединить. Хорошо. Так. А вот это уже не очень забылся. Ну вот опять. Оп. И все. Потом опять-таки что? Опять-таки отзеркаливаем. Вот так вот. Просто опять-таки повторюсь, в своем примере, вот, чтобы сделать первые шаги, да, потому что у многих такой бывает, скажем так, предохранитель срабатывает, да, типа стой, не делай, все в таком духе. Вы сами себя останавливаете в развитии, так что ошибаться не страшно, страшнее стоять на месте. Вот. Потом тут вроде как не сквозные. Или, нет, вроде как то же самое. То же самое. Поэтому тогда вот так же сделаем. Так. И вот так. Хорошо.
Хорошо. Так, это у нас именно тут. Потом, значит, у нас еще здесь тут у нас отверстие. Так, отверстие. Вот. Так, у нас сквозная. Все делается. Вот я говорю, вот еще когда учился в техникуме, как это принято называется, под лицом. Так, отлично, так. Основная. Тут у нас сквозное отверстие получается 80 от оси нужно. Так, теперь в сторону попасть. Хорошо. Так. И поехали строить, значит. В центре как раз. Центр. Нравится так. Так. Сейчас возьмите. Так, не надо. Значит, тоже автоматом хотелось. Ну ничего, тоже неплохо. Так, значит, тут треугольник. Казалось, что начнет что-то разбегаться. Ничего. Так, так. Чего? Тиры не редактировать. Так. Так, супер. Что-то и, собственно, соединяем. Так уже дело вкуса, как удобнее. Так. Так, вспомогалка. Выжал? Нет, не выжал. Замечательно. Так, вспомогалка. Я думаю, нет, еще 30.
примеры пока пускай. Тут дальше. Тут у нас 40. Хорошо. Так, редактировать. Хорошо. Ну, собственно, теперь отцентровываем. Тридцатка. Замечательно. Теперь что? Ну, так, вот. Все, отцентровали, все хорошо, замечательно. Так, хорошо. Сюда. Строим одну хорошую. Так. И, собственно, отзеркаливаем. Замечательно. Так, это уже... Так, вот это точно уже можем брать. Вот это. И, собственно, завершить вот здешнюю сборку на первом этапе. Оп. И вот тут. Опа. Так, что? Уехал. Уехал. Да чтоб тебе. Так, редактировать. Камера опять отрубилась, да? Замечательно. Так, дальше смотрим. Так, смотрим. Так. Что мы не сделано? Да. Не сделаны еще такие вот элементы. И, собственно, еще что? Правильно. Так, ну такой. Ага, 60. Хорошо. Так, значит. Хорошо. Так. Дальше окружности. Так, где тоже по десяточке фиксируем. Тут и... Так. Десяточку, может, конечно, было отзеркалить, но... Так сказать, уже машинально делаю. Так. И подчищаю. Так, значит, сейчас что?
Как раз самое интересное. Вспомогательное тут, вспомогательное тут. Еще, ну, естественно, здесь. Заодно. Заодно. Хорошо. Так, и теперь он... Так, здесь получается... Нет, здесь не быть не нужно. Так, это вот так у нас считается. Ага. Так, если вот так буду водить... Нет, а мне нужно 90... Так, или как это удобно. Значит, 90 плюс 45, это у нас получается уже 135. Не торопимся, я говорю, вот тут торопиться не надо. Так, тут торопиться не надо. Вот это у нас основная, ее как-нибудь сейчас бы выделить, редактировать. Точки пересечения. Нет, не нужно. Именно как-то ее цвет. Давайте вот так, что ли. Да, я думаю, как получше делать будет. Давайте, так, грубо говоря. Так, давайте, так, и тут можно сказать, все идет. Ну, по крайней мере, вот у меня, да, если, конечно, видно, у меня тут шло все. Но, поскольку мы делаем это в компасе, да, мне будет достаточно половины. То есть всей вот этой стороны. Вот это. Вот это. Угу. Так, а это у меня, да. Тоже сейчас это отметить, чтобы не сливалось. Вот просто меч, чтобы сливалось. Так, хорошо. Так. Вот. Если, конечно, я говорю, вот, смотреть на то, что я когда делал от руки, то тут глаза реально плывут. А тут, ну, может поначалу плыть непривычно, но на самом деле это очень удобно. Так, значит, что делаем? Так. Первое. Вот как раз тоже можно сделать следующим образом. То есть я вычерчиваю вот этот элемент. Окей, хорошо. Сделали. Сразу основу. Так. Сразу основу. Потом что идет? Идет у меня технологическое отверстие. Выделен как основным. Хорошо. Тут у меня штрих пунктирный. Потом переключу, доделаю. Потом идет у меня высота. Высота. Угу, хорошо. Так, дальше. Оп. Потом опять идет штрих. Вот здесь штрих. Теперь идет вот это.
Высота. Тут достраиваем. Дальше идет штрих. Так. Тоже достраиваем. И говорю, тут все идет симметрично. Поэтому дальше переключаю. Так. На вот так. Стоп. 5. Сюда. Потом вот сюда. Угу. Вот. Казалось бы, что дальше. Сейчас мы можем вот это убрать, чтобы глаза не уставали. Сюда. Так, потом сюда, сюда. Все вот это дело выделяем. Так, вот это уже можно, собственно, подтянуть. Да, сюда, сюда. Оп. И все. Теперь остальное убираем, подчищаем. И все, можно сказать. Осталось только размер проставить. Так, это прошу прощения. Так, это вот сюда. На минималке сделаем. Так, и все равно надо будет побольше. Ну ничего страшного. Вот сюда. Вот. Сейчас проставляем размеры. Как-то без рамки, но тут по умолчанию она уже стоит. Потом тут, значит, так. Так. Угу, хорошо, следующий. Так, дальше. Так. Или так. Хорошо. Дальше. Примерно. Угу. Дальше идет сюда.
получается. Маленько съел. Тут же задача участвует научиться. Так. Потом сюда. Сюда. Основные размеры сделаны. Так, вот тут. Да. И вот что сейчас сделаем. Берем вот так. Прям самый притык получается. Выезжает. Угу. Опять-таки можно, конечно, это все дело вернуть. То есть вот половину, потому что, говорю, тут все симметрично. Поэтому как-то тут заморачиваться смысла не вижу. Вот чисто вот такую половиночку сделать. Да, то есть вот так. Угу. Ну, поскольку, говорю, тут у меня без рамки, поэтому заполнять такого ничего. Так, вот тут изменим. К одному. Потом то же самое сюда, сюда, сюда. Да. Чекну. Рабочий. Его, ну, проверил. Так. Петров. И так далее. Вот, собственно, о чем я хотел вам сегодня показать и рассказать. Пожалуйста, не забывайте делать обратную связь. Мне нужно знать, понимать, в каком направлении, собственно, и двигаться. Поэтому не забывайте делать подписку, репост, лайки, комментарии. Ну и поддержать канал в развитии. Это все. Всем спасибо.